Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваше участие в жизни канала. Новички, не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии и, естественно, лайкайте видео. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно-давно работали, и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знает эти ниточки, смотрите, называются они Визель, Рейнбоу, Ангора. Идем дальше. Цвет сразу же назову 0,3. Это такое вот секционное окрашивание разных оттенков зелененького, да, светленького до темного. По составу, что это за ниточки? В моточке 100 грамм, это, конечно, не 100 грамм, это уже в 2 раза меньше, мотки очень большие, в них 550 метров. По составу здесь 15% мохера, 10% это альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам здесь, смотрите, советуют производители брать крючок, спицы большие, смотрите, от 5 до 6. Ну, дело в том, что я уже данную пряжу вязала, я ее вязала 3, меня, по крайней мере, для моих узорчиков это устраивает, поэтому я сегодня беру крючок номер 3. Так, вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть, не обязательно такую же, как у меня. Узорчики универсальные, и вы можете вязать из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит вообще по-разному. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Самое главное, правильно подберите крючок, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, ну вот какая есть, да, то есть когда более-менее хорошего качества я прикладываю, плохого качества я не прикладываю. Это комментарий к тем, кто спрашивает, где схема. Так вот, какая схемка есть, я ее прикладываю по схемке. Смотрите, раппорт узорчика 10 петелек. Я наберу, получается, 3 раппорта, 30 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я набираю 31 петельку, а вы сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Во многих узорчиках я новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Сегодня давайте сделаем, например, столбики без накида. Итак, воздушная петелька 1. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. И вот в эту вторую петельку нырнули вот так вот, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. Далее по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. И точно так же по порядку в следующие, во все последующие наши петельки цепочки мы провязываем столбики без накида. Вы потом увидите, почему столбики без накида, какая особенность узорчика получается. Самое главное, не провяжите больше, не провяжите меньше. Контролируйте, считайте. Количество по итогу столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы петелек набрали в цепочку. То есть если я набрала 31 воздушную петельку, значит у меня получается 31 столбик без накида. Все, ничего сложного. И вот так вот аккуратненько, монотонно, медленно. Первый ряд мы набираем всегда медленно. Да, у нас так просто получается, поэтому не паникуйте. Вот. И провязывать так вот до конца ряда. Понятно? Все, несложно. Вот такая вот получается косичка-дорожка. Дальше до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали, получается, нашу цепочку столбиками без накида. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. Вот, это у нас первый столбик, да? Дальше второй столбик, ныряем в него, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке, накид. В следующий столбик по порядочку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали вместе, стоп, держим на крючке, и вот теперь 3 петельки провязали вместе.
И у нас получается вот эти первые 3 петельки подъема, они имитация столбика с накидом. Получается у нас 3 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Есть. Дальше накид. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем точно так же. Второй столбик с накидом по 2 петельки. Накид. Сюда же провязываем третий столбик с накидом. Накид. Сюда же четвертый столбик с накидом. И сюда же пятый столбик с накидом. У нас получается вот такой как бы веерочек. Видите? Тут как бы наоборот перевернутый веерочек, да, такой маленький. А тут вот такой веерочек. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. В следующий столбик по порядку. Второй. Нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Не провязываем. Накид. В третий столбик. Точно так же. 2 петельки. Стоп. Дальше накид в четвертый столбик точно так же. И в пятый столбик. И у нас с вами по итогу 6 петелек. Видите, одна петелька у нас уже была на крючке. И 5 петелек от 5 столбиков с накидом. И вот теперь их все вместе провязываем. Смотрите, раз за один раз. Поняли? И у нас получается тоже точно такой же веерочек. Вот веерочек. Только перевернутый. Понятно? А здесь у нас половинка этого же веерочка. То есть дальше будет только повторение. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Вот, поняли? У нас получается веерочек вниз, веерочек вверх, веерочек вниз, веерочек вверх. Следующий будет веерочек вниз. 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И начиная с третьего набираем столбики, да, петельки для нашего веерочка вниз. Второй столбик не до конца. Третий столбик не до конца. Четвертый столбик не до конца. И пятый столбик. Теперь все наши 6 петелек провязали. Оп. Вот видите, веерочек вниз. Вообще ничего сложного. И так шагаете до конца ряда. Справитесь? Я думаю, что справитесь. Давайте самостоятельно в конце ряда встретимся. Так, смотрите, провязали наши веерочки вверх и вниз до конца ряда. И заканчиваем мы точно так же, как и начинали. 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Точно так же будем заканчивать. Итак, 2 воздушные петельки. 2 столбика пропустили. С третьего начинаем набирать наши петельки. Столбик с накидом не полностью. Раз. Накид. Столбик с накидом не полностью. 2. Накид. Столбик с накидом. Вот в третью петельку подъема аккуратненько берем и провязываем не до конца. 3. Теперь 4 петельки, всего лишь 4, провязываем вместе. На этом наш ряд закончен. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Это были петельки подъема. Теперь петельки по узорчику. Воздушные. Раз, два. Итого мы набрали 7 воздушных петелек. Теперь переключаемся вот на наш веерочек. 5 столбиков. И за верхушку каждого столбика провязываем столбик с накидом. Первый столбик с накидом. Дальше по порядочку. Второй. Мы беремся за верхушку и провязываем тоже столбик с накидом. Третий по порядочку столбик с накидом. Четвертый. И пятый. То есть тут вообще не сложно. То есть у нас 5 столбиков, мы их провязываем столбиками с накидом. Понятно, да? Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Переключаемся сразу же вот на веерочек, который смотрит вверх. Который смотрит вниз, мы его пропустили. Итак, вот наш веерочек смотрит наверх, и мы провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. Раз, во второй столбик, в третий столбик, в четвертый столбик,
И в пятый столбик, пятый столбик. Вообще ничего сложного. Понятно, да? И вот так вот вы шагаете по веерочкам, которые смотрят вверх, до конца ряда. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. И переключаетесь сразу же на веерочек, который у вас смотрит вверх. Все, веерочки, которые смотрят вниз, мы в этом ряду пропускаем. Понятно? Вот такая должна получиться картина. Все, и вот так шагаете до конца ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, когда провязали до конца ряда, как мы заканчиваем наш ряд. Помните, мы сделали петельки подъема, да, и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, заканчиваем мы 2 воздушные петельки всего лишь. Дальше 1, 2, 3, 3 накида. И вот у нас 3 петельки, помните, подъема были и 2 столбика. Все они с общей верхушкой. Беремся за общую верхушку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 3 накидами по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Тем самым мы как бы выравниваем высоту нашего ряда. Дальше смотрите. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Дальше смотрите. Накид. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. И у нас по итогу получается вместе с 3 петельками подъема 3 столбика с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь переключаемся вот на наши 5 столбиков. Смотрите, как провязываем. Накид. Берем за первый столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Следующий столбик, второй, точно так же. Нырнули, вытянули, провязали, стоп. Накид. Нырнули, вытянули, провязали, стоп. Держим на крючке, не провязываем. Четвертый столбик точно так же. И пятый столбик точно так же. Теперь все наши 6 петелек на крючке провязываем за один раз. Оп. Понятно? И у нас с вами получается, ну, как бы вот такой листик, ромбик, как вот назовем его, да? Дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрите, вот здесь вот непосредственно вам необходимо взяться именно за петельку. Смотрите, первые 2 петельки пропускаем. У нас здесь 5, помните, да? И за третью она будет центральная у нас петелька. Мы беремся именно за петельку, так будет аккуратно. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. 1, накид сюда же, столбик с накидом. 2, накид сюда же, столбик с накидом. 3, сюда же, столбик с накидом. 4, сюда же, столбик с накидом. 5. Если вы провяжете не в петельку, вы понимаете, да, у вас все столбики разбредутся по этой арочке. Вот. То есть первые 3 столбика это как раз вот именно половинка вот этого веерочка. Поняли? Все, шагаем дальше. 2 воздушные петельки. Вот наши 5 столбиков. Мы их провязываем столбиками с накидом с общей верхушкой. 1, держим на крючке. 2, держим на крючке. 3, держим на крючке. 4, держим на крючке. И 5. Теперь все вместе провязали. У нас сформировался опять вот такой листик. Поняли? Вот. А если внимательно посмотрите, то мы с вами провязываем, смотрите, веерочек вверх, веерочек вниз, вверх, вниз. Дальше будет вверх, вниз, вверх, вниз. Это мы повторяем самый первый ряд. Просто мы сместились в шахматном порядке. Поняли? Все, несложно. Давайте до конца ряда веерочки. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот когда провязали полностью ряд, да, до конца ряда дошли, мы должны с вами закончить точно так же, как и начинали. Начинали мы вот, получается, с полвеерочка. У нас здесь были 3 столбика с накидом. И заканчиваем мы точно так же. Итак, 2 воздушные петельки. Накид. Пропускаем 2 петельки воздушные, которые у нас, помните, были 5 петелек подъема и 2 воздушные петельки. 2 пропустили. И вот в пятую, получается, петельку подъема мы провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2 и сюда же 3. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь мы будем с вами провязывать над столбиком столбики. Вот второй столбик, беремся за него, провязываем столбик с накидом.
Третий столбик. Беремся и провязываем столбик с накидом. Далее нам с вами необходимо перепрыгнуть полностью вот этот наш веерочек, как мы делали вот именно здесь, и провяжем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Переключаемся на веерочек, который смотрит вверх. Поняли, да? Вот. И провязываем 5 столбиков с накидом. Мы с вами уже так провязывали, помните, да? Так что здесь ничего сложного нету. Единственное, что узорчик просто сместился в шахматном порядке. А так все то же самое. Сейчас покажу ряд, который мы с вами провязывали. И 5. Вот. Делаем как бы половинку нашего листика. Вот он. Помните? 5 столбиков, 5 воздушных петелек. 5 столбиков, 5 воздушных. Здесь получается у нас только как бы пол листика, поэтому были 3 столбика. 5 воздушных, 5 столбиков, 5 воздушных, 5 столбиков и так далее. Поняли? То есть то же самое, что мы провязывали вот с вами в нашем, получается, втором ряду узорчика. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Вот наши половинки наших листиков, да, так скажем. Вот, у нас последние 3 столбика были, мы их провязали тоже 3 столбиками с накидом. Теперь 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Смотрите, вот эти 2 столбика, да, мы будем провязывать с одной общей верхушкой. Столбик с накидом. Раз, остановились, держим на крючке. Накид, следующий столбик, столбик с накидом. 2, остановились, держим на крючке. И теперь все 3 петельки провязали вместе. Ну, вот у нас такой как бы половинка листика, видите, сформировалась. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь провязываем. Вот, там, где у нас были 5 воздушных петелек, мы в третью петельку аккуратненько ныряем. И начинаем провязывать веерочек, который будет смотреть вверх. 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Вот, опять готовим наш листик, да, вот, как в самом-самом первом ряду. Помните, точно так же начинали 3 столбика с одной общей верхушкой, потом 5 столбиков веерочек вверх. Дальше 2 воздушные петельки, и теперь будем собирать вот этот наш листик, да, будем провязывать 5 столбиков с накидом с одной общей верхушкой. Все, и несложно. У вас буквально повторяются ряды, только единственное, что смещаются в шахматном порядке, и все. То есть вообще ничего сложного нет. Так, 5 столбиков, и вот наши 6 петелек провязываем вместе. Оп, поняли? Вот опять сформировали листик. 2 воздушные петельки, и точно так же будем вот в третьей, получается, нашу воздушную петельку провязывать точно такой же веерочек. То есть вы, если внимательно посмотрите, повторяйте точь-в-точь вот именно самый первый ряд. Понятно? Все, давайте до конца ряда и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Начинали мы с 3 столбиков с общей верхушкой и закончили 3 столбиками с общей верхушкой. Далее 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Итого 7 воздушных петелек. Помните, да, мы уже так вязали. Дальше, смотрите, переключаемся вот на наш веерочек, который смотрит наверх. И опять начинаем провязывать 5 столбиков с накидом. То есть мы уже повторяем, мы уже так вязали, вы уже принцип поняли. Да? То есть у нас просто рядочки будут смещаться в шахматном порядке, наши листики. А так все из ряда в ряд у вас будет одинаково. То есть вначале вы формируете веерочки, потом вы делаете как бы серединку ваших листиков, да, а потом вы закрываете листики и тем самым формируете новые листики. Поняли? Веерочки, столбики. Сместили в шахматном порядке. Веерочки, столбики. Сместили в шахматном порядке. Веерочки, столбики. 2 ряда повторяете, 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 повторяете до нужного вам размера. Как вам? Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что получится. А я посмотрю, как у меня будет меняться цвет ниточки. Видите, он должен от темного переходить дальше к светлому и светлому. Ну, посмотрим. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой узорчик получается. У меня нынче он получился высокий, потому что я ждала, когда произойдет переход цвета.
Вот такая вот красота. Ну и на следующие узорчики, смотрите, оставим, получается, от такого темно-зеленого к светло-зеленому, к беленькому и так далее. Итак, узорчик наш двусторонний, идеально для палантинов, да? Палантины могут быть что летние, что демисезонные, что зимние, да. Это могут быть тунички, это могут быть парео, это могут быть летние кардиганы в пол. Выбирайте сторону, которая вам понравится больше. Такая у вас будет лицевой. Можете одним цветом, может быть точно так же секционная пряжа. То есть пробуйте. Это будут идеальные шарфики, например, демисезонные, да. Они такие будут легкие, ажурные, нежные. Вот такая вот красота. Ну что, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Интересно же, да? Итак, получается, я сегодня набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. То это у нас здесь получается, у всех все по-разному будет. Ну, 12,5 сантиметров, да, плюс-минус. Если будете делать палантинчик, не забывайте по бокам делать дополнительные столбики с накидом, ну, как бы как рамочка, да. И тут получается, смотрите, веерочек и столбики. То есть получается два ряда. Веерочек, столбики, веерочек, столбики. Будем считать по два ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И последний получается один ряд 13. Закончила я просто обычными столбиками без накида 14. И первый наборный 15. Видите, как бы как волнами получается. Поэтому я им сказала вам столбики без накида. Если были бы столбики с накидом, то у нас было бы как бы фалдило. Не очень красиво. Ну что, берем за самые крайние точки. Так. Это у нас получается, вот смотрите, ну 15,5 сантиметров. Если вот так вот смотреть, 15,5 сантиметров. Как вам? Я думаю, что отлично. Если вы хотите сделать что-то быстренько, да, если у вас там время поджимает, берите вот такой узорчик, берите палантин, будет отличный подарок, и вы быстро справитесь. Узорчик растет очень быстро. Два ряда повторяете, и все. И ничего сложного. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Рассказывайте, что вязали, какими ниточками, какой пряжи, что у вас получилось. Посоветуете ли вы вязальщицам, новичкам? Какие у вас какие-то особенности, может быть, к узорчику есть? Пишите в комментариях, будем рады прочитать, вдохновиться и связать что-то интересное. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Не забывайте заглядывать в плейлисты на канале. На главной странице канала есть раздел плейлисты. Вы нажимаете на этот раздел, попадаете в, так скажем, много-много папочек увидите, выбираете любую, смотрите, вяжете с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.